Добрый день, меня зовут Евгений Телуха. Я представляю Харьковское городское объединение «Харьков молодой» в рамках проекта «Харьков – любимый город». Сегодня 8 июля 2022 года, мы находимся в городе Харькове во дворе жилого дома. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о себе все, что считаете нужным. Меня зовут Николай, мне 23 года, я родился в Харькове и жил всю жизнь в Харькове, и поныне нахожусь здесь. До войны я работал архитектором-макетчиком, занимался тем, что помогал представить, как будут выглядеть новые здания, новые районы, кварталы. В общем, занимался очень интересными вещами. В данный момент я являюсь волонтером с автомобилем и пытаюсь выполнять все, что могу, а иногда и не могу, и все, чем я могу помочь. Так. Расскажите о своем детстве, о своих родителях, кем они работали. Ну, в детстве я был, как говорит моя бабушка, очень занятым ребенком. Я все время ходил на разные кружки, секции. В основном это было связано с более, так сказать, духовным развитием. Это были танцы, музыка, это были кружки по рисованию, школы по рисованию и так далее и тому подобное. Это было связано с тем, что моя мама и моя бабушка, то есть моя мама работает в сфере образования, в частности в сфере хореографии, а моя бабушка очень любит все эти вещи, она очень сильно хотела воспитать меня разносторонним человеком. Ну, все это вылилось в то, что в итоге я закончил художественную школу и поступил в университет и учился на архитектора. Так, в принципе, как бы в моей семье все люди работают либо в сфере культуры, либо в сфере науки. Вот такая какая-то у нас фамильная стезя. Расскажите о своей семье в настоящее время. Ну, получается, сейчас часть, моя тетя, ее дочь и ее муж, они находятся за границей с гастролями Харьковского театра оперы и балета. То есть он уехал, так сказать, в эвакуацию и дает, дает различные программы в разных странах, городах Европы. Моя мама, мой младший брат, младшая сестра и мой отчим, мы живем здесь все это время, и моя бабушка точно так же живет здесь. На каком языке в повседневной жизни разговариваете, смотрите телевизионные программы и какие книги читаете? В моей семье очень часто, в частности, опять же, моя бабушка говорила о том, что мы русские, потому что корни нашей семьи уходят на русский север, и у нас, в принципе, было принято читать русскую литературу, много о ней знать, и разговаривали мы всегда на русском. Вот, то есть, в принципе, все в семье знали украинский язык, все понимали, что они живут в Украине, но к русской культуре, к русскому языку у нас было отношение такое хорошее. И русский язык мы использовали для каждодневного общения. А как для вас прошел 2021 год? Смотря на него сейчас, готов сказать, что он прошел очень хорошо. И в Новый год 2022 года я загадывал, чтобы 2022 год был точно лучше, чем 2021. 2021 был счастливый, а я хотел бы, чтобы следующий год был еще лучше. Вот.
А какие-то, может, события в 2021 году знаковые, ключевые для вас были? Ну, во-первых, в 2021 году получилось у меня в 2021 году и в начале 2022 получилось попутешествовать в очень разных местах, в очень разных форматах. То есть я ездил большие расстояния на машине, я впервые был за границей, я ездил на поезде, на автобусе. У меня было достаточно большое количество командировок по работе. И я, в принципе, видел много уголков как нашей страны, так вот и немножко посмотрел на заграницу. То есть это было со мной впервые. А что вы делали за день до начала войны? Это такой вопрос, который требует немного предыстории. До войны я снимал квартиру и жил со своей девушкой, она из Луганска. И вот как бы она очень хорошо помнит события 2014 года и все, что последовало за этим. И как только в новостной ленте еще даже, мне кажется, в декабре или в ноябре начали появляться заголовки о стягивании войск границы с Украиной, она начала чувствовать себя плохо и затеивала разговоры о том, что будем делать, если вдруг война. Ну, как бы я все время отнекивался и говорил, что давай не будем решать проблемы, пока ее нет. Ну, как бы мы не понимаем, что может быть из этого. И весь февраль, в принципе, я понимаю, что мы с ней прожили в большом напряжении. Она очень много хотела об этом говорить, я очень мало хотел об этом говорить. И 23 февраля рано-рано утром из города Бахмут приехала ее мама, потому что за несколько дней до этого моя девушка очень сильно просила приехать свою маму в Харьков, чтобы она хотя бы была рядом и в случае каких-либо событий, чтобы было легче предпринимать какие-то действия. Вот. И 23 февраля вечером после работы я и моя девушка, ее мама, мы поехали к моей маме и сидели и обсуждали. Ну, у нас был вкусный ужин, а потом мы сидели и обсуждали, что же мы будем делать, если вдруг начнется война. А есть ли у вас традиция отмечать праздник 23 февраля и отмечали ли вы его в этом году? Традиции нет, не отмечал. Военных у нас в семье, ну, людей военных не было и связанных с военным делом. Были ли у вас какие-нибудь планы на 24 февраля 2022 года? 24 февраля я должен был привести и устроить свою хорошую знакомую к себе на работу. У нее должно было быть собеседование, которое часто организовал я. И должен был начаться довольно крупный макет. Вот. Планы были в основном о работе. Как вы восприняли известие о начале войны и как вы об этом узнали? Воспринял большим количеством бранных слов, произнесенных вслух. Узнал я об этом, ну, мне позвонил мой друг, связь была очень плохая, с пятой попытки он мне смог объяснить, что он хочет сказать, как бы, и после этого он очень-очень долго извинялся за то, что был тем, кто принес мне плохие новости. Вот. А был ли у вас собран заранее тревожный рюкзак и что вы в него положили? Тревожный рюкзак собран не был, но машина стояла заправленная под окном, и документы лежали в одном месте. Вот. В принципе, когда собирались, как бы, опять же, возвращаясь к ситуации с моей девушкой, она очень сильно хотела выехать,
И она даже подумывала сделать это до 24 февраля. И как бы всячески намекала и давила, что если что-то такое произойдет, мы точно уедем. Но мы попробовали выехать на автомобиле 24 февраля. Это вылилось в простой, в огромных пробках, в какие-то проблемы, проезд мимо большого количества аварий. И после 6, по-моему, часов стояний в пробках и ну, как бы как результат этих 6 часов было то, что мы отъехали на 30 или на 40 километров от Харькова. И я просто развернулся и поехал обратно. Вот. Как-то так. А как изменилась ваша жизнь после 24 февраля 2022 года? Я понял это не сразу, но в лучшую сторону. Как бы, возможно, не в лучшую сторону с точки зрения, допустим, тех же финансов, но с точки зрения какого-то опыта, ощущения себя и вообще понимания себя в лучшую сторону. А в чем это заключалось? Какие-то определенные поступки, действия? Это заключалось в том, что помимо, ну, то есть помимо вот всех страшных вещей, которые происходили вокруг нас, и помимо того, что мы все испытывали гору негативных эмоций, не знали, как жить дальше, и, ну, у каждого свое, но опыт похож. У меня и у моей семьи, у моей мамы, в частности, мы с ней много разговаривали в это время, было много времени подумать о себе, о своих чувствах и о том, что вообще действительно важно. Вот. И были разговоры, ну, то есть, как это, отсутствие каждодневной суеты и рутины, оно немного дало времени, что ли, остановиться и оглядеться по сторонам, посмотреть на то, как люди реагируют, подумать, почему они реагируют так, а ты по-другому, или как ты реагируешь на какие-то вещи с их стороны. То есть очень много повключать голову и перестать жить изо дня в день бездумно. Вот. И были, опять же, разговоры с мамой, когда она, ну, как объяснить, ну, мне так кажется, что из-за того, что я родился очень рано, ее жизнь всегда, и очень рано для нее, ее жизнь всегда была быстрой, наполненной какими-то событиями, постоянно нужно было принимать решения, и было очень мало времени подумать о себе, о том, чего ты на самом деле хочешь и так далее и тому подобное. И она мне рассказывала какие-то такие вещи, которые меня очень удивляли, что это человек, которому 40 лет, то есть у него вот только сейчас вдруг появилось время, чтобы подумать ну, то есть подумать о, не знаю, как это, о том, что в жизни важно, о том, что там, не знаю, главное, что мы чувствуем, а не главное, что у нас есть. И вот это было очень интересно посмотреть на то, как некоторые вещи, которые, допустим, я понял еще давно, к ней пришли сейчас, а некоторые вещи, которые она, ну, то есть, а некоторая ее мудрость, которую я не замечал, и то, как она живет эту жизнь, как она справляется с трудностями, и что она была совершенно спокойна вообще все это время, при условии, что у нее как бы есть 2 маленьких детей, она была совершенно спокойна, уверена в том, что она будет делать. Вот, я был поражен, да. Расскажите о распорядке вашего дня в условиях войны. Чем вы обычно занимаетесь? Ну, первые, наверное, недели 2 это все было максимально какое-то однообразное. То есть, ну, мы, в принципе, сидели в подвале, читали новости и пытались не забывать о том, что надо пить водичку и кушать еду. Вот. Что надо еще иногда выходить в магазин и, наверное, не погибнуть, стоя в какой-нибудь очереди.
А, вот. Ну, дальше, когда стало понятно, чем стало, точнее, когда появились первые люди, которые связались со мной, и им я в основном нужен был, потому что у меня была машина, и водительские права, я был достаточно отбитый, чтобы ездить по городу в это время. Как бы дальше я постоянно ездил, то есть почти от начала времени, которое можно было находиться до начала комендантского часа, я ездил. И не ездил только тогда, когда мне сердце подсказывало, что сегодня какой-то неспокойный день. Вот. Когда день был неспокойный, я пытался, ну, возвращаться к всяким мирным штукам. То есть вдруг читать книги, смотреть фильмы, видео и анализировать вообще какую-либо стороннюю информацию стало невозможно. То есть с началом войны ты как будто это... ты читал новости и все, ты потреблял информацию, которая связана только с политической и военной ситуацией в стране. Вот. И нужно было научиться снова как-то разбирать, как-то жить. Позже, когда, ну, скажем так, в Харькове стало тише, людей, которым прям так срочно нужен был автомобиль, или когда вариантов передвижения стало больше, ну, как бы, а я сконцентрировался на определенной деятельности, связанной с моей машиной и помощью, я начал заниматься, ну, то есть я всегда тяготел к тому, чтобы делать что-то руками, и я, условно говоря, начал выполнять все свои обещания, которые я кому-то что-то пообещал сделать, починить, отремонтировать, вырезать, прикрутить и так далее и тому подобное. И я это все начал выполнять. Вот. Как могу. То есть были какие-то вещи, которые я кому-то что-то обещал починить, он уехал, это оставил, а я это забрал, починил и отправил ему. Ну, то есть просто начал заниматься тем, чего на самом деле, наверное, хотел. Ну, и просто все еще свелось к тому, что вот в начале войны, когда все было сумбурно, все помогали всем было все равно, кто, откуда, как, на каких условиях. То есть я брался за все, что угодно. Дальше, ну, в основном я сконцентрировался на том, что я общался, ну, то есть я и в волонтерских организациях был, и каким-то приютам возил, помогал. Но сейчас и дальше я в основном, мне просто писали люди напрямую, присылали ключи, и я проверял их квартиры, вывозил вещи полностью, вывозил вещи частично, ликвидировал последствия завонявшихся холодильниках. То есть то, что в основном не требовало большой коммуникации с другими людьми, потому что я немножко от этого напрягался. Вот. И когда в начале войны ты понимал, что этого нельзя избежать, и нужно общаться с любыми людьми и делать любые вещи. То есть когда можно было помогать и отстраниться от этого, я начал делать что-то такое. Поменялось ли у вас восприятие времени и пространства? Да. Оно стало, ну, как это сказать, сначала вот как это, вот у нас есть новостной телемарафон, ну, сейчас по телевизору, и там ведущие говорять что-то типа «Триває якась там доба героїчного протистояння України». И у меня, в принципе, тоже такое было, что вот в моей жизни там 14-й день, 15-й день, 52-й день, то есть как будто бы, ну, нет понедельника, вторника, среды, пятницы, субботы, нет месяцев, то есть есть вот этот тупой отсчет дней. Ну, а потом просто как-то неважно вообще стало, какой сегодня день недели, отчасти даже который час. То есть какие-то дела, которые нужно сделать, ты относительно понимаешь,
что ты сделал 2 дня назад и что тебе нужно сделать в ближайшие 2 дня, и как-то так, типа. Стараешься понимать, что есть сейчас. Вам снятся сны? Если да, о чем они? Сначала не снились. После 24 числа очень долго не снились. Наверное, месяца 1,5 ничего такого не было. Потом, по-моему, снились всякие вспышки или что-то в этом роде. А дальше начали сниться обычные сны, как в мирной жизни. Там, про знакомых, про себя, про какие-то вообще левые ситуации, в которых ты сторонний наблюдатель. Были ли у вас позитивные моменты в последнее время, с которыми вам хотелось бы поделиться? Позитивные моменты. Ну, была как бы радость, когда, ну, то есть моя девушка, она в итоге уехала, как бы через на 6-й или 7-й день как бы войны, она все-таки взяла свою маму, они сели в эвакуационный поезд и добрались до Праги. Жили у подруги. И как бы у нас был коренной конфликт по поводу того, что я хотел оставаться здесь, и, ну, как бы все внутри меня подсказывало, что я должен быть здесь. И я не хотел никуда эвакуироваться, ехать, и как бы тут мой дом, и я здесь нужен. Вот. А она говорила, что это глупая мысль. И этот конфликт путем очень долгих разговоров, ссор и вообще понимания, ну, то есть и вообще сложности общения на расстоянии, вот он относительно недавно вроде как был разрешен. Вот. Это одна из самых таких вот радостных вещей, которые у меня случились именно в последнее время. Ну и еще на машине своими руками перебрал переднюю ходовую полностью. Было очень классно. 6 дней не вылазил из гаража. Отлично было. Какое ваше самое значимое и любимое место в Харькове? И есть ли какая-то история, связанная с этим местом? Значимое и любимое место в Харькове? Ну, я в основном... опять же, тут есть история с предысторией. В какой-то момент у меня было... я учился в университете и поймал себя на мысли, что, в принципе, все люди, с которыми я сейчас общаюсь, они плюс-минус из университета, и они все приезжие. То есть они все жили либо в Харьковской области, либо там в других, там, в Донецкой, Луганской области и в других близлежащих областях и региональных центрах Украины. И я, в принципе, был таким неплохим экскурсоводом по странным местам, то есть по которым нормальные люди не ходят. И вот мне всегда нравилось приводить друзей в 2 места. Саржен-Яр, несмотря на то, что это известное место, но было очень смешно, когда ты идешь с людьми, и в теплое, как бы вот тепло, ты приходишь туда, ты вроде как бы в центре города, а тут вдруг куча голых людей. И не то чтобы какая-то речка или что-то понятное, но куча голых людей, дедушки, бабушки, дети загорают почему-то, а тут вроде бы парк, и вот это вот недопонимание харьковского отдыха. Вот. И второе место, оно тоже не очень очевидное, как это сказать... На Холодной горе есть стадион, который называется Трудовые резервы. То есть он уже не совсем стадион, это по сути такое углубление в земле, точнее это горка с углублением, на дне которого футбольное поле, а на естественном склоне были сделаны трибуны. И там просто умопомрачительная панорама города, то есть от Алексеевки до начала проспекта Гагарина все как на ладони. И вот классно было туда приводить людей летом,
ближе к закату, потому что ну, солнце садится за спиной, и когда вот весь город, он зажигается. То есть все дома прямо горят, окна отсвечивают. Очень прикольное зрелище. Вот. Люблю стадион Трудовые резервы. Какое самое любимое заведение для досуга? Ну, не обязательно кафе, это может быть театр, кино. Заведение для досуга. Ну, последнее время гараж мой. Так. Не знаю, я прям не очень люблю заведения. Ну, то есть мне обычно нравится взять еду с собой и пойти куда-то посидеть. Вот. Как-то так я действую. Ну, готов сказать точно, что у меня есть любимый буфет на этом, там, где кинотеатр Палладиум. Вот там в переулке есть буфет, и он такой вот маленький, и он мне нравится. Вот буфет этот буфет это мое любимое заведение. Так как вы архитектор, есть ли у вас в Харькове любимые сооружения с точки зрения красоты архитектуры? Я думаю, что, ну, в общем, когда ты отучился 6 лет в ХИСе, ты настолько сильно не хочешь говорить об архитектуре Харькова, насколько это возможно. И я просто готов сказать, что все дома в Харькове хорошие, но мы должны научиться их использовать и любить. И не жить в пределах своей квартиры, а жить в пределах хотя бы своего района, в идеале своего города, а вообще идеально в пределах своей страны. И вот как ты относишься к своей квартире, вот к тому, что ты якобы купил, вот относиться бы ко всему так. Вот. И, ну, как бы, опять же, как архитектора, мне кажется, что главное не дома, здания и сооружения, а главное то, как ты этим домам приезжаешь, то, как ты этим домам приходишь, то, как эти дома не завешены рекламой, баннерами и так далее и тому подобное, то, где ты можешь сесть и удобно посидеть, смотря на все эти дома, и еще желательно вкусно покушать, а потом после этого хорошо выкинуть мусор и удобно уехать домой. Вот это самое главное. А на данный момент есть ли у вас возможность посещать свои любимые места? Ну, в принципе, ну, в городе сейчас можно, ну, на данный момент, вот, прям сейчас, в принципе, в городе можно отправиться куда угодно и посмотреть на что угодно. Просто большая часть ценных, так сказать, ну, точнее, не большая часть, много ценной территории, там, особенно в центре города, она пострадала. Вот. Но, опять же, я, в принципе, хожу по городу и испытываю, ну, то есть мне больно как бы на все это смотреть, но я думаю о том, что за любыми проблемами и там, допустим, даже если какие-то мои дома, кварталы и районы, которые мне нравились, разрушены, я надеюсь, что это возможность просто для чего-то нового в будущем. Вот. А какой у вас самый любимый праздник и где вы обычно его празднуете? Самый любимый праздник? Мне нравятся праздники зимой, потому что праздники в теплое время года это, ну, ты их воспринимаешь как должное, а вот зимой, когда жизнь такая, типа, более тусклая, вот все зимние праздники мне нравятся, когда можно ходить друг к другу в гости, пить всякие вкусные чаи, там есть вкусные салаты,
Вот, и когда ты ходишь именно к людям в гости, ну, то есть потому что на улице холодно, но точно так же вы можете выйти на улицу и потусоваться в снегу, например, когда он есть. Поэтому люблю зимние праздники. А какие именно зимние праздники? Ну, а, мне нравится вот это время именно после Нового года уже, ну, то есть первые несколько дней Нового года, когда жизнь такая вялая, и ты относительно быстро еще можешь перемещаться по городу, и можешь там, посещать друзей, вот, как бы посещать друзей, доедать салаты, там что-то такое, вот какая-то атмосфера расслабления после долгой-долгой подготовки к вот этому самому главному празднику года, Новому году. А как бы вам в этом году хотелось отметить свое день рождения и в каком месте? Ну, мой день рождения на данный момент уже прошел. Э, Ну, прошел он как бы... Ну, мы с семьей собрались, но ничего такого, э, как бы, ничего такого сверхъестественного не было. Как бы сейчас все мои друзья и почти все близкие, которые не родственники, они находятся не в Харькове. Вот. Ну, я думаю, что после победы мы все нагоним. А как бы все-таки хотелось бы вам отметить день? Ну, поскольку у меня день рождения в апреле, в середине, это такое странное время, когда может быть очень тепло, а может быть очень не тепло, и это всегда сюрприз. И мне нравится, что это один из первых поводов выбраться на природу и провести время на природе. То есть я бы хотел провести время на природе. А как вы относитесь к переименованию улиц Харькова и снесению советских памятников? Я считаю, что в Харькове есть какая-то своя неповторимая атмосфера принятия решений по поводу городской среды. И ее можно исследовать часами, и о ней можно слагать легенды, разбирать психологам, архитекторам, не знаю, политикам. Ну, то есть это это что-то невероятное. В принципе, я считаю, что нужно, то есть топонимы нужно менять. И я отношусь позитивно к тому, что проходит какая-то работа по изменению названия улиц. Но я отношусь негативно к тому, что у нас все еще остается вот эта вот тема с тем, чтобы сделать все быстро, сделать все скомканно. Вот мы придумали, все, завтра делаем, сделать это ко дню города и так далее и тому подобное. То есть сделать это так, чтобы быстрее отчитаться о проделанной работе. Как бы мне кажется, что переименование улиц должно быть, но оно должно быть более вдумчивым. И, наверное, для этого должна быть сформирована какая-то команда, в которой будут входить и люди, которые что-то понимают в топонимике, и люди, которые что-то понимают в урбанистике, и люди, которые что-то понимают в медиа, чтобы правильно эту кампанию освещать и понимать, какие там улицы должны, то есть, не знаю, например, Московский проспект, то есть это что-то очень значимое, большое, каждодневное для каждого из нас, как бы, и это, наверное, должно обсуждаться всем городом. Название улицы, например, в частном секторе района Алексеевка, это уже более локальный вопрос, и мне кажется, это там должно на уровнях ниже обсуждаться с людьми, которые непосредственно живут на этой улице. И если они хотят вместо улицы Ленина улицу Ленина, то это вполне себе нормально. Или там любого другого деятеля, хоть, не знаю, Мерлина Мэнсона. Думали ли вы о переезде из Харькова в более безопасное место? Думали,
но как бы слишком много вопросов последовало: а зачем, а почему, а что я там буду делать. А здесь, ну, то есть какое-то внутреннее ощущение было, что этого делать не стоит. И был такой разговор ну, там, в частности, с моей мамой, что вот, ну, это уже было по прошествии какого-то количества времени, там, месяца, может быть, что есть люди, которым этот переезд нужнее. То есть пока у нас есть вода в доме, какая-то электричество, пока мы можем ходить в магазин и покупать еду, лучше не занимать место тех людей, которые, допустим, остались совсем без дома, без ничего, и не нагружать инфраструктуру других городов нами. То есть, как бы, нам пока еще нормально. Вот. Какой-то такой был выбран план действий. В принципе, ситуация пока еще не изменилась, то есть жить хуже мы не стали, у нас все еще все есть. Вот. А ваши друзья, родные, знакомые из Харькова уехали или тоже остались? Ну, почти все мои друзья из Харькова уехали. Точнее, в принципе, все люди, с которыми я общался, уехали из Харькова. Но мне кажется, отчасти это потому, что в основном они все были приезжими, и переезд для них из Харькова это не такое, не что-то такое сложное, и они уже с этим в жизни сталкивались. Ну и в частности люди, которые, допустим, были из Донецкой, Луганской и из Донецкой и Луганской области. Вот, то есть там друзья семьи, то есть тоже многие уехали. Ну, в принципе, как бы не сказать, что осталось очень много людей, с которыми мы общались на данный момент в Харькове. Ну, в принципе, ничего страшного. Как бы приехали одни, нашлись какие-то другие люди, с которыми точно так же можно пообщаться и провести время, и там дождаться от них помощи или помочь им. А каким способом вы с ними общаетесь? Ну, в основном просто переписываюсь. То есть со своими друзьями я переписываюсь. Мне почему-то кажется, что вот эти вот телефонные разговоры длинные, это немножко трата времени, и это все очень часто скатывается в переливание из пустого в порожнее, и в обсуждение того, что в обсуждении не нуждается, и во всякую ерунду. Вот. Ну, было довольно забавно, когда в момент, когда последний мой друг уехал из Харькова, я буквально у себя же во дворе встретил двух ребят с старыми машинами, с которыми... То есть я всегда жаловался, что у меня нет знакомых, у которых были бы старые машины, с которыми можно было бы это обсудить, а тут вдруг прямо у себя под носом, можно сказать, я там нашел каких-то знакомых, с которыми мы разделяем интересы, которые со мной не разделял вообще никто. Вот, то есть такая тоже ситуация. Это тоже какой-то пунктик, из-за которого моя жизнь, можно сказать, стала лучше. Вы с ними ремонтируете машины или просто общаетесь, обсуждаете? Ну, это такой, как это... Ремонтировать машины – это повод собраться. А что там будет дальше, уже как пойдет. То есть я просто говорю именно о людях, которые любят что-то делать руками, и ну, вот у них такой склад, ну, склад хобби, что он вокруг одной вещи собран такой, и это как бы их проект такой долгоиграющий в течение жизни, который меняется вместе с ними. И как бы я пытался объяснять людям, что там, почему я там, допустим, копаюсь в старых машинах. Вот. Ну, мало кто вообще это понимал, и ему казалось это интересным. Вот. Ну, наконец-то я нашел единомышленников вот в таких условиях. Сейчас, конечно, ковырять машины сложнее, потому что негде, ну, точнее, сложнее, там, дороже, сложнее и так далее и тому подобное, но все равно интересно, и как-то очень сильно отвлекаешься от этого. А какое у вас отношение к переселенцам внутри Украины? Нейтральное. Как бы я считаю, что
осуждать их точно нельзя. Восхищаться я ими не буду, потому что у всех разные ситуации. Кто-то у некоторых ситуаций, которые, ну, когда они остались без дома, без жизни, и все, что у них было, разрушилось. И переехать это просто все, что им остается, потому что их дом это выжженная земля. Некоторые люди, в принципе, могли бы остаться там, где они были, и, ну, типа, ну, приносить, ну, не знаю, приносить какую-то пользу, но, опять же, я не считаю, что кто-то, кто уехал, сделал неправильный выбор, кто-то, кто не уехал, сделал неправильный выбор. У каждого какой-то свой предел прочности и свое право решать. Поэтому, если вы переехали, пожалуйста. Главное, не гадьте и будьте благодарны тем местам, которые вас встречают. А какое отношение у вас к украинцам, которые выехали за рубеж? В принципе, точно такое же. Главное, не гадьте и будьте благодарны местам, которые вас принимают. Ну, то есть и поймите, что сейчас невероятный кредит доверия к украинцам, и вы, будь то переселенцы внутри Украины, вы представляете свой регион для местных. То есть, допустим, ну, как бы, многие харьковчане были во Львове, но мало львовян было в Харькове. И свое отношение к Харькову они могут, ну, как бы построить по людям. И оно может быть там, заранее ложное. Точно так же и с переселенцами в других странах. Многие украинцы были в других странах, но многие иностранцы не были в Украине. И как бы вы сейчас это лицо. А по вашему мнению, после окончания боевых действий украинцы вернутся назад в Украину? Я думаю, да. Я думаю, да, потому что я могу привести даже... ну, один из примеров – это моя девушка, это тоже довольно яркий пример. То есть, ну, мы с ней знакомы с первого курса университета, то есть уже около 6 лет, ну, просто знакомы именно. И все это время она говорила о том, как она хочет переехать в другую страну. И, как мне кажется, ее, ну, ей почему-то казалось, что переездом из Украины можно решить много социальных проблем. И, как бы, наверное, она не думала или не знала, или не предполагала, что проблемы, которые, допустим, существуют у нас, могут не существовать в других местах, но заменяться третьими проблемами. То есть нигде не будет идеально. И с ней случилось так, что на протяжении нескольких месяцев она пожила в Чехии. И пожив там, посмотрев, как они живут, она четко поняла, что она хочет вернуться в Украину. Сейчас она находится во Львове. В принципе, это было более осознанное решение именно вернуться в Украину. Вот. Но она и многие мои друзья, они говорят, что они хотят вернуться домой. И мне кажется, это даже не от невозможности устроиться там или от сложности с тем, что... сложности там устроиться, выжить, прожить и стать полноценным гражданином, а просто потому, что у тебя есть дом, и ты тут, ну, тебе как это, у тебя есть дом, и ты за него ответственен, но при этом он тебя примет. Ну, как бы вот какая-то такая ситуация. Многие останутся там, многие хорошо устроились, но это только потому, что были многие люди, которые к этому готовились. А люди, которых, ну, переехали по вынужденным обстоятельствам, мне кажется, очень хотят домой и вернуться даже в такие города, которые близко к границе с Россией, например, Харьков. А как, по вашему мнению, изменились отношения между людьми в период военного времени? Самыми разнообразными образами. Ну, от людей, ну, то есть меня возмущает больше всего ситуация, когда люди совсем не поменялись в период войны. Ну, таких, мне кажется, единиц. Вот. Но яркий пример – это мой подъезд у меня дома. Я живу в 5-этажном доме, там не так много квартир,
не так много людей. И так получилось, что весь этот подъезд, почти весь этот подъезд не выехал. Там выехали люди только из одной квартиры. И все мы благополучно сидели в подвале пятиэтажного дома. И при каких бы еще обстоятельствах соседи собрались и проводили дни вместе. Ну, обсуждая новости, обсуждая то, что с нами будет, разгоняя зрады и так далее и тому подобное. А кому же, как не сынам украинской земли, любить разгонять зраду? Вот. Ну и как это? То есть я могу сказать, что в принципе очень странно наблюдать за тебе незнакомыми, ну, люди, которые ты их знал, но не знал. И ты воспитываешь их, а они воспитывают тебя. И в частности, был такой момент, когда я их учил информационной гигиене и критическому мышлению. То есть люди пишут, люди читают на Салтовке танки. А потом пришлось очень долго объяснять им, что танки могут быть и наши. У нас тоже есть танки. И давайте смотреть, как выглядит камуфляж. Давайте разбираться. И самое главное, давайте поменьше сообщать, где находятся танки, если они наши. То есть люди с удивлением для себя открыли, что танки могут быть наши, что самолеты могут быть наши, что не все военные русские сразу, которые находятся в городе, и так далее и тому подобное. Дальше последовало, то есть это критическое мышление, задавать вопросы любому факту, который ты услышал. А дальше последовала информационная гигиена и вот эти вот звонки, типа на Диканевке бомбанули очистные сооружения, все набирайте воду, мне позвонила сестра. И ты задаешь им вопрос, типа, сестра, а где она живет? А тебе говорят, на новых домах. Ты такой, какая разница, типа, нам до новых домов, до Диканевки, мы тут, типа, у себя, у нас там другие очистные сооружения. Какая разница вообще, очистные сооружения не влияют на подачу воды. То есть, и сначала на тебя смотрели, как на самого умного идиота в подвале, а потом так люди подходили и в частной беседе там спрашивали, что ты думаешь, типа, вот по этому поводу, или там уже как-то более аккуратно сообщали новости, или если хотели сказать что-то, то они такие, тут в Харьков Лайфе вы, конечно, можете верить или не верить, написали, сообщили, то есть они уже как-то, все более и более критично к этому ставились, и вот такое у нас было взаимное образование по поводу того, как вообще к этой всей ситуации ставиться. Потом, когда все утихло, и мы меньше начали сидеть в подвалах, люди как бы не перестали общаться, что на самом деле довольно смешно. И тема войны отошла назад, то есть люди перестали почти это обсуждать. Я готов сказать, что сейчас, в принципе, коалиция моих соседей исправно каждый вечер ходит играть в пинг-понг в Саршин-Яр с детьми, с бабушками, с дедушками, берут чужих детей, посменно гуляют с детьми, с собаками. И какое-то, как в те самые времена, когда трава была зеленее, только вот сейчас перед нами. То есть какие-то отношения между людьми улучшились. И опять же, как я говорил до этого ранее, возможно, было время подумать, а возможно, просто люди узнали людей вокруг себя, чуть-чуть отдохнули от суеты и общаются, что, в принципе, довольно позитивно в этой всей ситуации. А что для вас есть самой большой ценностью на данный момент? Ценности во мне кажется, самой большой ценностью это готовность помогать и осознавать того, что помощь это тоже работа, и в первую очередь мы делаем помощь, чтобы помочь, и не для своего удовлетворения. И осознавать, то есть мы должны осознавать то, что помощь может быть не принята,
то, что помогать может быть тяжело, то, что все может пойти не так, как ты хочешь, и не всегда тебе будет хорошо от того, что ты помог, но помогать нужно. И как бы мне кажется, что вот этот вот обмен, ну, обмен помощью, несмотря на то, что, допустим, ну, я не знаю, как привести, допустим, часто мы читали, что вот волонтеры перегорали, когда впервые встречались там с людьми, которые как-то неадекватно реагировали на их помощь или, условно говоря, садились на голову, переставали выходить из квартиры и вообще как-то, ну, начинали паразитировать на волонтерском движении, например. Вот. Это печально, но мне кажется, что в долгосрочной перспективе выработать в себе коллективную ответственность и помощь, ну, то есть желание помочь, это очень важно, потому что коллективная ответственность, она после войны переложится на твой двор, на твой подъезд, на твой район, город и на то, как вы будете к этому всему относиться. Будете ли вы готовы выйти в свой выходной день и убрать у себя во дворе, например. И будет ли критическая масса людей во дворе готовы в свой выходной выйти и действительно что-то изменить. Поэтому, да, наверное, помощь и понимание, что вознаграждение за эту помощь может прийти не сразу. А на данный момент какое у вас отношение к материальным ценностям? Как в анекдоте, который рассказывал мой дедушка про пчел. Сидит украинец в таком украинском сеттинге возле хаты, курит трубку, смотрит на свою пасеку. Ну, старый дедушка. К нему подходит маленький внук с мыслью, что он сейчас задаст такой вопрос, на который дед вообще не сможет ответить. Он внук подходит, улыбаясь до ушей, и говорит: «Діду, а что самое главное в жизни?» Ну, условно говоря, на каком-то таком сельском суржике. Дед что-то затянулся раз, затянулся два, скривился, подумал и говорит: «Все хуйня, окрім пчел». Потом еще затянулся, подумал, и пчелы тоже хуйня. Не знаю, можно ли ругаться в этом интервью, но я уже это сделал. Мне кажется, что материальные вещи – это важно, мы без них не сможем жить, но война действительно показала, что у нас очень много хлама. И что люди, которые цепляются за хлам, с ними сложно. Люди, которые готовы принимать какие-то материальные утраты, переступать через них и жить дальше, они бойцы, они стойкие. Потому что все материальное можно потерять за минуту, за секунду, за одну российскую ракету. Вот. Но быть готовым это все возместить, воздать и понять, что пчелы не самое главное, это надо быть сильным. Вот. Сила – это то, что нам нужно в ближайшие много-много лет. А есть ли у вас предмет, который вы постоянно храните и носите с собой рядом? Оберег, талисман, амулет? У меня от дедушки досталась купюра в $2 одной бумажкой. И он все время рассказывал историю о том, как он ее получил, и что он ее считал своим каким-то символом успеха. История довольно простая. Он работал в пятихатках в институте всю жизнь. И у него была машина, на которой, собственно, сейчас езжу, на которой, собственно, вот эти все волонтерские дела, о которых я рассказывал,
и сделал. И он как-то подвез аспиранта из африканской страны какой-то. И как бы он его подвез до центра города из пятихаток, и тот, высаживаясь, дал ему купюру в $2, и они какими-то там обменялись сердечными рукопожатиями, о чем-то поговорили, и вот он и эту купюру хранил и наделял ее всяким смыслом. И вот я решил, что в принципе это очень прикольная история, и что этот типа предмет, он вот очень важный. И когда вот, моя девушка уезжала, я ей отдал эту купюру и сказал, что типа я за ней вернусь. А о чем на сегодняшний день вы мечтаете? Мечтаю, наверное, о том, чтобы начать работать на себя в основном, потому что не сказать, что я сейчас прям работаю на себя, но веду какие-то дела самостоятельно, и было время подумать о том, что работа на работодателя, на дядю, это стабильно, приятно, и есть в этом свои плюсы, но хочется попробовать начать работать на себя. В какой сфере пока непонятно, но вот да, мечтаю о своем деле и о том, чтобы играть по своим правилам. А что в первую очередь вы сделаете после окончания войны? Я думал над этим вопросом, но подумал, зачем мне ждать окончания войны, если я могу делать что-то и во время войны. Вот. Если честно, я бы хотел, из такого я бы, конечно, хотел с чистой душой поехать и попутешествовать. Потому что сейчас я, когда думаю о поездке с целью развлечений, мне кажется, это не чем-то неправильным. Вот. Я не могу себе морально разрешить путешествовать. А что, по вашему мнению, ожидает Украину в будущем? После нашей победы, разумеется. После нашей победы, я думаю, много чего хорошего и плохого. Я буду надеяться, что в основном хорошего, но в первую очередь мне кажется, что это, грядут большие изменения, и надо быть готовым к тому, что нам придется учиться жить по-другому, в другой действительности, и делать все очень быстро, и желательно еще научиться поменьше разгонять зраду и сидеть на попе ровно. Вот, потому что, как мне кажется, во-первых, с нас теперь будет очень большой спрос, потому что нам дали большой кредит доверия, потому что политическая ситуация, когда нас везде берут и, можно сказать, везде помогают, нужно будет возвращать это доверие и его отвечать. И это будет как в руках политиков, с которых будут при власти, так и в руках каждого гражданина, который будет честно вести, например, бизнес, будет законопослушным и то есть будет выполнять функции европейского гражданина, допустим. Как-то так. Я, конечно же, хочу сказать, что Украину ждет много чего хорошего. Например, по вашему мнению, что именно? Как мне кажется, точнее, я очень желаю своей стране, в первую очередь, чтобы от нас все отколупались. Вот чтобы мы просто, никто не претендовал на нас, чтобы мы были субъектом мирового права, а не объектом. Вот. И чтобы мы, я не очень хорошо учил историю в школе,
Но я, в принципе, довольно хорошо говорил на этом уроке. И я запомнил фразу, которая звучала в политике, в британском парламенте, в период, когда Британия была вот этой вот колониальной империей, что у Британии нет вечных друзей, а есть вечный интерес. И как бы я хочу, чтобы моя страна понимала, где есть ее интересы, где есть ее границы, и что для нее важно в первую очередь. И что нам не нужны не друзья, а надежные партнеры. Потому что дружба дружбой, а дела как бы это нечто другое. Вот, то есть, чтобы какие-то глупые нарративы про братские народы, какие-то ментальные связи, все, чтобы на нас нельзя было так легко влиять. И, как бы забывать о том, что мы все здесь ради того, чтобы жить сыто, счастливо и долго. А какие ваши цели на будущее в Украине после войны? Мои цели на будущее в Украине после войны, наверное, все, что я писал до этого, стараться быть законопослушным гражданином, который живет долго, счастливо и сыто. Вот. А как бы каким образом я этого достигну, это уже буду смотреть по мере поступления проблем, потому что очень сложно что-то планировать, особенно после того, как мы, как все наши планы рухнули в одночасье. Но опять же, хочется наметить себе вектор, в котором я в этой стране, и здесь меня ничего не ущемляет, и наоборот, здесь благоприятная атмосфера для чего угодно, чем бы я ни занимался. И я не чувствовал, что какая-то сфера деятельности или сфера моей жизни ущемлена, и я не могу в полном объеме реализоваться. Спасибо вам за интервью. Слава Украине! Будем Харьков наш любимый восстанавливать вместе. До свидания. Героям слава!